Если вы смотрите это видео, значит, вас беспокоит проблема с грыжей. Проблема, скорее всего, с поясницей. Вам рекомендовал это YouTube. Меня зовут Дима, и целый год я жил с этой проблемой. И спойлер, я не смог ее решить, и завтра у меня операция. Всего у вас, если у вас есть грыжа, 6 вариантов. Я изучил их всех, прежде чем принято решение было по операции. Первый вариант – это классическое лечение нестероидными противовоспалительными, плюс витамин, плюс, как это называется, миорелаксант. Это лечение назначают все в 100% неврологи, поэтому, скорее всего, вам тоже его назначили, вы его прошли, оно не очень помогает. Второй вариант – это всевозможные массажи, бубновские курсы, центры Бубновского, реабилитационные центры, это терапия мануальная. Мне это тоже не помогло. Я тоже исправно все это делал. Грыжа становилась все больше и больше. Третий вариант – это блокада под рентгеном, куда прямо в центр воспаления вводится уже противовоспалительное стероидное, кортикостероиды. Это мне очень помогло. На полгода практически я забыл о боли, но все равно это не конец. Дальше есть опция денервации, когда вам убивают нерв, он ничего не чувствует, но по факту проблему это не справляет, вы просто убиваете симптомы. И дальше уже операции серьезные. Какие операции могут быть? Первое – это вам вычерпывают, можно сказать, ложечкой эту грыжу. Грыжа из себя представляет, что это такое? Это диск, вот он как колечко, и внутри этого диска находится желе. Оно очень плотное, как клейстер, вот что-то типа эпоксидной смолы, очень густое, плотное. И когда диск разрушается, в эту щель это желе и вылезает, и это является и грыжей. Так вот, эта грыжа, к сожалению, ее никуда не деть. Трещину с диска вы не зашьете, не залатаете, ничего с ней не сделаете. И она будет продолжать вытекать, даже если ее уберут физически, все равно через какое-то время у вас снова будут проблемы. Второй вариант – это закрепить диски, закрепить межпозвоночные вот эти сегменты, вернее, сегменты позвоночника при помощи болтов и сделать так, чтобы у вас лишилась подвижности вот два элемента позвоночника, между ними диск, чтобы они не двигались. Это очень трудно реабилитируемый, так назовем, способ, потому что после этого длительная реабилитация, там, условно, я боюсь соврать, но что-то там типа месяц нельзя сидеть или 3 месяца нельзя сидеть. Это прям жестко. Дальше есть способ, точно так же удаляют диск операции, удаляется диск, берется пластина, такая толстая, титановая, вся, если посмотреть на нее так, она вся в дырочках. Это титановый кейдж, заполняется такой, можно сказать, измельченной костью вашей же, которую с бедра берут, и вставляется между позвонками. И тоже сращивается, соответственно. Нельзя ходить, но она сращивается, и это уже единый сегмент. Подвижности нет. И последний вариант, который сейчас можно сделать, это имплант бионического протеза. В России и в русскоговорящих странах вариант только один. Это компания, по-моему, Spine Life она называется, или как-то так. Это M6L. Называется протез. Погуглите M6L. Это 2 пластины титана, между которыми находится такой шарик, скажем так по-простому, из полиэтилена, и удерживает этот шарик между этими пластинами оплетка из кевларовых нитей. Таким образом, вы получаете функцию того же самого межпозвоночного диска, но при этом нет фиксации, он крутится, все, в общем, хорошо. Сохранение подвижности. Я много очень изучил перед тем, как делать какие-либо операции. У меня плохая новость для тех, у кого финансовых возможностей нет. Операция по импланту вот этой штуки, протеза этого, она дорогая, у нее есть плюсы, такие как маленький срок реабилитации, там практически его нет. И сохранение подвижности, но она очень дорогая. То есть очень дорогая, я имею в виду, например, я заплачу за только импланты. Когда мне ее поставят, я записываю это видео в конце апреля 2021 года, 400 тысяч рублей. На этот момент это примерно 5 тысяч долларов получается, да, где-то около 5 тысяч долларов. Соответственно, мне ставят 2, это 10 тысяч долларов. Это большая сумма очень, даже больше 10. По обязательному медицинскому страхованию вам могут в некоторых
госпиталях сделать вариант так, что по ОМС сделают операцию, а импланты вы купите. Мне же, я сейчас оперируюсь в Аксис, это такая клиника при Бурденко в Москве. Мне же делается это все, собственно говоря, платно. Вся операция вот под ключ, что называется, с пребыванием в Бурденко обойдется мне больше 1 600 000. Я понимаю, что таких денег у людей, скорее всего, нет. Но если они у вас есть, я рекомендую все-таки, наверное, прибегнуть к этому варианту. Все, что мне удалось выкопать на крайне скудных просторах Ютуба и интернета относительно этой операции, говорит о том, что практически у всех способов есть побочки операбельных. Все, кто врет открыто, говорит вам, что операция не понадобится, а хирурги вас разводят, скорее всего, шарлатаны, и они пытаются вас развести на курс мануальной терапии или вот придите безоперационно, сделайте у нас. На самом деле все это вранье в пользу бедных, и как правило, получается, что если у вас более-менее серьезная грыжа, у меня грыжа была сначала 8 мм, потом 12 мм, сейчас 18 мм, она сама не исчезнет, не рассосется, и никакие методы, которые я использовал, они не помогут. Возможно, в вашем случае все по-другому, пробуйте, но я имею в виду, что держите в уме, что все равно оперативный вариант – это вариант, который вам, скорее всего, может потребоваться. И копите деньги на то, чтобы сделать хорошие импланты. В Европе эти импланты делаются очень давно. Я изучал, я пытался найти негативные отзывы на эти импланты, я не смог найти. В Европе делаются очень давно, и самое большое преимущество их в том, этих бионических протезов, в том, что ты можешь жить, не меняя стиль жизни. То есть я очень люблю сноуборд, велосипед, я обожаю серфинг, и я не буду отказываться от этих увлечений, даже несмотря на то, что у меня серьезную операцию сделают. Теперь касаемо самой операции. За 1,5 дня до операции ты не ешь и в день операции не пьешь. Делается надрез через передний доступ, разрезается вот здесь живот, и разрезаются мышцы, растягиваются, и передний доступ отсюда залезают, вытаскивают части разрушенных дисков и заменяют на вот эти протезы из 2 титановых пластин, и между ними вот этот шарик. Восстановление после операции связано прежде всего с тем, что у вас проблемы с кожей, с мышцами, травмы могут быть какие-то всевозможные, которые в процессе операции получены быть, и они могут доставлять проблемы. Также может быть остаточные боли в ноге из-за эннервированного нервного корешка и из-за того, что вы отвыкли пользоваться правильными мышцами, потому что после того, как сделана будет операция, я, например, ходил много уже скрючившись, ровно я отвык ходить. Могут быть с этим проблемы. Клиники, которые эту услугу оказывают, это Бурденко, Аксис, это Склифосовский, это госпиталь в Подольске, где насколько мне удалось выяснить, самая дешевая доступная операция на данный момент стоит около 100 000 рублей. Моя стоит 700 плюс стоимость протезов. Там протезы вы тоже оплачиваете, соответственно, отдельно. И имейте в виду, что риски получения осложнений в случае, если врач не работал с этим способом до этого, они очень велики. Передний доступ достаточно сложный. Я рекомендую вам поступить следующим образом. В описании к этому видео я дам ссылку на форум медицинский, на котором, в общем, все люди, которые испытали какое-либо воздействие этих протезов, они пишут, рассказывают о том, как прошло и так далее. Я не исключение, я тоже буду об этом писать и делиться с людьми, которые мне очень помогли разобраться, что, как и почему. Если у вас есть любые вопросы, пожалуйста, в описании к этому видео их задавайте, я отвечу. На момент выхода этого видео, скорее всего, я уже сделаю операцию, все пройдет, если буду живой и здоровый. Также я сниму обязательно через какой-то фикс 3 месяца и через год для того, чтобы рассказать о том, в каком состоянии я нахожусь, что изменилось в моей жизни. И примите мои искренние соболезнования те, у кого сейчас грыжа. Это невероятно чувствовать себя ущербным и постоянно чувствовать эту боль. Я очень надеюсь, что моя боль пройдет, и я постоянно ее испытываю уже больше года.
моя боль пройдет, и я вернусь к нормальной жизни. Соответственно, если по какой-то причине у вас есть вопросы, если у вас есть по какой-то причине неразъясненные вещи по этой операции, вообще по лечению грыж, задавайте их здесь. Я абсолютно не меркантильный. Я ничего здесь не продаю, продавать не буду, я не буду делать операции и так далее. Задавайте вопросы, я буду на них по возможности отвечать. Братья, по несчастью, я вас не брошу. Всем спасибо. Надеюсь, это видео чуть-чуть было полезным. Я расскажу, еще раз, следите, подписывайтесь на этот канал, я расскажу о том, что, собственно говоря, было после операции, но это будет позже. Спасибо.